Извините, а это нормально, когда у парня нет тачки? Считаю, что у нормального мужчины должна быть машина. Как минимум бэха. Если честно, я не сильно разбираюсь, но она должна быть. Я считаю, что это показатель заработка. И парень без тачки мне не нужен. Недавно ходила на свидание с парнем с ВК знакомств. Перед этим ему написала, что заеду за ним с кофе. И прокачу его по городу. Он мне ответил, что сам за мной заедет. Свидание, кстати, было классное. И тут сразу понятно, общаться с парнем дальше или нет. Да что вообще за бред? Если нет машины, значит все это показатель дохода? Да вообще бред какой-то. Есть у нас, если взять статистику и так далее, я знаю немало людей, у которых деньги есть, но они просто не покупают себе машину, допустим, живут где-то в городе, в крупном. Не знаю, Москва, что-то такое, вот прям какой-то крупный мегаполис. И они просто не хотят толкаться в пробки, они тупо говорят, особенно вот сейчас вот летом, берут там какой-нибудь самокат и быстро доезжают до точки. Либо заказывают, если надо, такси, ну, либо там, ну, такое вот что-то, естественно, комфортное, бизнес-такси какое-нибудь. Вообще не проблема. То есть человек, если, смотря какая у него занятость, если ему надо прям постоянно ездить как-то там по городу, ну, вот такая у него либо работа, либо что, прям что без машины, как без рук, ну, человек возьмет. Ну, понятно, что если она говорит за бэху, это она так чисто, типа, значит, при деньгах. Хотя это тоже не показатель. В наше время кредитов достаточно зарабатывать не сильно много, чтобы взять какую-нибудь даже бэху, смотря какую, она ж один хрен не разбирается в кредит, как бы, даже если не новую. Ну, короче, это вообще не показатель дохода в наше время. В наше время, особенно когда 90% населения закредитовано, вообще не показатель, если ты едешь на, типа, новой машине, если какие-то у тебя там, не знаю, недвижимость, может, какая-то есть, ну, если, конечно, не очень много недвижимости, ну, и тоже такое себе. Ну, в общем, судит она как будто бы лет 15 рассуждает, просто что не всем нужны именно автомобили и необходимость в этом. Опять же, я знаю вот с моего места, где у меня маленький городок, человек уехал отсюда в Москву и продал при этом машину. И у него буквально работа находится еще плюсом рядом. Он говорит, да нафиг оно мне надо, идти парковку, либо плати за нее, либо попробуй найди. И он просто себе фигню купил, там, как его называют, электровелосипед или что-то. Он прям вручную его в квартиру там может затаскивать и все, как-то складывать. И манал, он говорит, нафиг оно надо. И до сих пор, и причем работа у него, и зарплата нормальная. Ну, то есть, поэтому зависит от ситуации. Я прилетела на Бали к своему мужчине, и чтобы вы понимали, у него небольшие проблемы с головой. В первый же день нашей встречи он сказал мне о том, что он больше не хочет быть со мной, и больше у нас не будет никакой коммуникации с ним. Я летела, мать вашу, полмира, чтобы человек в первый день нашей встречи сказал о том, что он больше не хочет быть со мной. Я поменяла билеты. Я съездила на Бали 1 день. Как вам такая вечеринка? Оставаться здесь я, конечно же, больше не могу, потому что Бали была моей мечтой, и я хотела провести этот отпуск волшебно. А даже если я останусь одна, без денег, возможно, я и проживу, а возможно и нет. Но это нереальный экспириенс, который он мне подарил, и я на Бали стою возле океана. Невероятная красота. Не разбили сердце, но в целом окей, нормально, проживем. Ну, тут, во-первых, мы не знаем, в порядке ли у тебя все с головой, а то у него не в порядке с головой. То, что он принял такое решение, за этим же решением, скорее всего, стоит что-то, что спровоцировало его так сделать. Возможно, она так себя повела как-то. Ну, то есть мы не знаем всех этих нюансов, а так сразу такая вот крайность, чисто сразу записывать видео, вот я на Бали, меня кинули, разбили сердце, ну, якобы, да, пытается быть радостной, хотя мы понимаем, что обычно девочки потом, да, где-то на камеру или в обществе показывают себя нормальными, потом приходят домой и сразу в слезы в подушку. Мне кажется, что мужики знатно охуели. Я 3 раза за последнее время услышала, что влюбленные по уши в меня парни говорят, ты не в моем вкусе. Ребят, кого вы пытаетесь приземлить? Там, где я летаю, вы даже так высоко не смотрите. И знаете, что самое интересное? Сколько у нее операций? Она не настоящая. Как у нее рожать детей? Чел, а тебя как детей рожать? Ты на фарме сидишь на тестике. По факту ты вот такой дрищ. Мне вот такой сын не нужен. И как вас распознавать, ребят? Может, стоит там, я не знаю, какую-то печать ставить, типа тестик. Ну, чтобы я знала, мне зачем сыну такой? Что мне с ним делать? А с чего ты взяла, что они влюбленные? Они тебе это сказали? Блин, ну, это полный бред, естественно. Если тебе говорят, что люблю, не могу, и тут же ты не в моем вкусе, но такого не бывает. Либо ты сама себе придумала, что они почему-то в тебя влюблены, потому что я просто королева такая великая, величайшая. Но нет же ж.
приземлить, говорит, пытаются. Да ты просто себе пуха накидываешь и пытаешься оправдывать то, что якобы я вот вся идеальна, и когда тебя опрокидывают, а никому не нравится, когда тебя не выбирают, когда тебя опрокидывают, когда вот, как особенно где-нибудь там, да, знакомишься на улице, а тебя нет, там, или как-то так вот. Вот, тоже и мужчины впитывают этот вот негатив, а тут ей тоже, типа, ты фигня, там, ты мне не нравишься, все, я королева, ты кого пытаешься приземлить. Ну, короче, зацепила чушь. Девочки, держите лайфхак на все случаи жизни. Если к вам подходит мужчина и предлагает познакомиться, вы ему предлагаете пойти в кафе, в ресторан ближайший, в магазин продуктовый, ювелирку, например, и просите оплатить то, что вы выбрали. Если он соглашается, то, в принципе, еще познакомиться можно. Если отказывается, а нафига нам такие знакомства, согласитесь. Так что думайте. Ну и вот, и вот как к таким подходить вообще? Ну, мы-то не знаем наперед, что она такая подобная может быть. Но вот как? Потому что, ну, да, и будет сидеть в конце с кошками, потому что, ну, адекватный, никто не согласится. Ты просто подошел познакомиться. Не хочешь знакомиться, да не знакомишься. Вот опять же две крайности. То одна вот такая вот на пальцах, если не хотят познакомиться, то сначала там своди меня в ресторан, тут же, сразу же, либо что-нибудь купи мне там в ювелирке или что-то еще. Как будто это показатель твоих серьезных намерений. Нет, это показатель того, что ты, да, сразу хочешь денег, а человек тебе не нужен. Или ты его ценишь только потому, купит он тебе что-то или нет. Ну, такой бред. Соберемся с вами вместе. Я уже увлажнила лицо, подготовила его к макияжу. Сейчас уложу бровки. Быстренько уложу бровки и нанесу тон, коррекцию, все дела. Все как мы любим. Готово? Нифига она, конечно, в первом варианте как будто бы вообще, да, без штукатурки, вот ее истинное лицо. Тут она штукатурки себе накидала, сразу, да, видно, как будто бы два разных человека поменялись. Это какой-то пиздец. Мужчины, пожалуйста, никогда так не делайте. Я, короче, сижу в кафе, и с соседним столом, ну, вот как бы происходит первое свидание у ребят. Сидит англоговорящая пара, я прекрасно понимаю, о чем они разговаривают. И смысл в том, что за все это время девушка произнесла, наверное, там 4 предложения, а все остальное время отвечает чувак. И они обсуждают свои предыдущие отношения и там все вот эти кринжовые ситуации. Он рассказывает свои, она такая, ага, и у меня, и начинает рассказывать, и он, короче, ее перебивает, говорит, да! И начинает опять продолжать свою историю. Но, типа, я бы уже давным-давно, короче, с такой тусовочки... Да всем вообще пофиг, ушла бы ты с такой тусовочкой или нет. Ну, может быть, ее это устраивает. Может быть, она, ну, просто все мы люди разные. Вот ее это, может, устраивает. Да, это, конечно, ненормально, когда ты пытаешься что-то сказать, и тебя там перебивают, даже не дают тебе сказать. Ну вот, это их дело. Что влезать? А вот ее, да, в ее мире, да, это было бы не норма, она бы соскочила. А хотя можно об этом сказать вежливо, что, ну, мог бы ты там не перебивать, да, я там расскажу, не знаю, что-то там о себе или как там, короче, все это фигня. Каждой женщине в отношениях, конечно, нужно тепло и ласка. Вот посмотришь на женщин, которые не облюблены, не обласканы, у них так сразу много морщин, они какие-то уставшие, какие-то завявшие. Вот какое-то, да, казалось бы, такое слово простое тепло и ласка, а тепло и ласка способны человека омолаживать и просто давать ему такие невероятные крылья за спиной. Люди часто это не ценят. Часто тепло и ласку принимают за слабость. Ну, типа, да, на женский пол это особенно влияет хорошо. Они ж, как и говорят, любят ушами. На них слова, да и не только слова, и тепло и ласка, конечно, да, и на мужчин, что если ему говорить приятные слова и проявлять тепло и ласку, он не будет ли себя сразу хорошо вести? Да, ну, конечно. Ну, мы так устроены люди. Я поймала себя на одной мысли. Когда долго живешь одна, ты учишься жить в гармонии с собой. Тебе интересно с собой, ты знаешь свои привычки, у тебя появляется свой ритм, свои маленькие радости. И однажды появляется человек. Он хороший, с ним спокойно, комфортно. Но внутри вдруг появляется странное чувство, как будто что-то говорит. А зачем? Нам же и вдвоем с собой было хорошо. И я поняла. Наверное, это говорит не одиночество, это говорит та часть нас, которая наконец почувствовала себя в безопасности. Потому что после разочарований одиночество перестает быть наказанием. Оно становится местом, где никто не причинит боль. Но есть одна мысль, которая меня не отпускает.
А если остаться только в этой безопасности, можно так и не узнать, что рядом с другим человеком тоже бывает спокойно. Наверное, зрелые отношения начинаются не тогда, когда тебе нужен человек, а тогда, когда ты уже умеешь быть счастливой одна, но все равно выбираешь быть рядом. Как вам кажется, после долгого одиночества сложнее снова довериться человеку или снова впустить его в свою жизнь? Да, тут даже и после никаких-то там даже плохих отношений, просто человек существо такое, он адаптируется к происходящему, что-то в его жизни. И в данном случае, если человек долго живет один, ну да, он просто адаптируется быть один, и все. Ну, он не совсем один, мы все социальные. Но имеется в виду, да, он один спит, ест, там, сидит дома, в общество он выходит на работу, там, в основном, там, не знаю, какие-то дела поделать, там, встретиться с какими-нибудь там друзьями, подругами и так далее. Само собой. Ну и а так, в общем, дома и привыкает, и потом просто мысля приходит, думаешь, блин, вот ну, у меня такое есть, вот я проживший даже 1,5 года один, у меня такая мысль есть, думаешь, вроде бы, если даже встретиться нормальное когда-нибудь, думаешь, ну вот у меня есть свой ритм жизни, а это ж придется, блин, все равно перестраиваться, и начинает как будто бы вот у меня психика, уже даже представляя это, противодействовать немножко как бы. Потому что все равно ты привыкаешь к этому. И, ну, что ты один, и тебе никто нигде не потревожит, не отвлечет тебя лишний раз, особенно если у тебя уже выстроенный свой график какой-то, как у меня сейчас там, в какое-то определенное время пробуждения, в определенное время идешь спать там, да и вообще, в общем, делаешь, что хочешь, никто тебя не отвлекает. Ну, короче, да, есть такие нюансы. Или я какая-то уродина, или я какая-то кто-то. Мне оно нахер не всрались ни твои бывшие жены. Оно сидит, и оно мне еще говорит, смотри, не влюбись. А во что мне надо влюбиться? Мне надо от чего сойти с ума, я всегда говорю, девочки. Что-то вообще как-то все охерели в последнее время, я смотрю. Нет, я буду либо одна всю жизнь, либо я буду с такой мощности человеком, что просто. И все. И такие все, и все себе, главное, цены сложить не могут. И все такие крутые, и все такие, ну назови мне 5 причин, что ты крутая. Назови мне 5 причин, что ты крутой. То, что ты в жизни свой этот миллион с Анной заработать смог. Не трогайте нормальных людей. Идите, вот у вас на ваш этот самый тоже хватит претенденток. Чего ж вы себе все хотите нормальных? Ну, потому что ты на нормальный тоже не дотягиваешься. Потому что нормальная девочка, образованная, никогда не будет вот это терпеть все. Ну, скажите, девочки, я что, не права? Не будет никогда девочка нормально ничего терпеть. Вот эти все выбрики и так далее. Ты сидишь 40 лет, да кому ты срат? Весь больной, весь кривой. Мне твои бывшие жены, мне твои эти дети нахер не обосрались. Нет. Надо знать, девочки, себе цену тоже. Не надо слушать, когда тебе кто-то что-то рассказывает, как надо, как что. Надо тоже быть себе на уме всегда. Потому что потом ты не заметишь, как тебя раз, и все, на привязь посадили. Ни одна красивая жизнь не стоит того, чтобы потерять себя. Запомните раз и навсегда. Я сказала. Все. Так и у нас, у мужчин, то же самое. Мы только вот, наконец, живем, да, свою лучшую жизнь, думаем о себе, тратим на свои хотелки, а не на каких-то вот подобных. Потому что, опять же, двойные стандарты, да, противоречия. Вот она несет вот эту фигню. Но при этом она бы по-любому бы хотела, чтобы вот мужчина перед ней стелился, а она королева. Хотя мужчина такой же человек, и он все, что она говорит, он бы тоже хотел. Что выбирай себя, забей на это типа бабье там, да и вообще, в общем, дорожи собой, чуть что, нафиг ее. Ну, а чё нет? По их логике там мы точно так же должны действовать, но они почему-то, как обычно же говорю, двойные стандарты. Когда касается их, девочки, выбирайте себя, пошли они нафиг, кому-то нужен 40-летний, то еще что-нибудь, там что-то о себе слишком думаете, ты заработал миллион, все, ты что, герой что ли? Ну, такие герои в обратку. Ну, если ты такая успешная, у тебя там бизнес и заработала миллион, и чё с этого? Да ты обычная, и чё, наштукатурена, накачала губы для одного дела, и что теперь? Как бы, чё это тебя делает каким-то лучшим человеком? Нет. Ну, то есть противовес то же самое, можно сказать. Короче, как обычно, двойные стандарты. Меня бесит, что самый мой близкий человек в эту секунду обнимает и целует другую девушку. Он живет свою жизнь, ходит на работу, гуляет с друзьями. В его мире меня не существует. Точнее, он живет так, как будто меня не существует. А я ночами, обнимая подушку, вытирая слезы. Почему так происходит? Хочу вместе спокойного, тихого счастья. Сидеть вечером за PlayStation, играть в какой-нибудь хоррор по очереди, есть пиццу, говорить о планах на будущее. Сколько я еще должна его ждать, чтобы он встретился на моем пути?
чтобы я наконец-то смогла его обнять, посмотреть в его глаза, сказать, что обязательно напишу ему песню и не одну. Когда он появится в моей жизни, я обязательно его пну за то, что так долго ходила, я его ждала все это время. Тут что-то, по моему мнению, попахивает психпроблемами. Сначала я думал, она действительно о реальном человеке говорит, а она говорит о выдуманном. Парне, который будущий, патологический, как бы, да, ну, как будто бы, да, который появится в ее жизни. Я представляю, ты познакомишься с такой, а она еще и тебя обосрет, типа, нифига себе, где ты долго был, я там, не знаю, ждала, ты там с другими шлялся. Фига себе, я представляю, если она это имеет в виду. Ну, а так такое себе, да. То есть, если под лежачий камень вода не течет, если ничего для этого не делать, чтобы у тебя кто-то появился, никто и не появится. Ну, конечно, если работа там в обществе, в любом случае, если ты в обществе где-то ходишь, не знаю, там в кафе, в ресторанах где-то обедаешь, даже просто по рабочим моментам, ну, короче, выбиваешься в люди, да, если работа не как у меня такая из дома удаленная, где я практически не появляюсь на людях, то, может быть, и возможно, да, кого-то встретить, когда в обществе все равно ты гуляешь. А в моем случае я практически никуда не выхожу, это только какие-то сайты знакомств или что-то подобие. Ну, короче, такое, да. Короче, я пришла в зал, тут такой охуительный азиат. All that I have is all that you've given me. Сейчас, пока смотри, вот это. Оп. О, переставляет. Ой, он смотрит. Ладно, сейчас он закончит подход, и я подойду, познакомлюсь. У меня аж все в животе переворачивается, и никогда... И один раз я подходила познакомиться, меня отшили. Вот, а второй раз, короче, надо учиться как-то, как Маш-Милаш быть просто. Чисто по приколу пойти. Hello, I'm sorry, name is Alex. Nice to meet you. Where are you from? China. Really? 你好。我很爱中国。我也要去住在中国。我在中国住了6年。住了1年。是的。你是哪个城市？深圳。深圳。Nice. I go to Guangzhou. Can I take your 微信？有微信。微信，是的。Ну вот, вы видели? Не зассала, подошла и познакомилась. Ну вот, это и будет скорее новая тенденция, потому что они себя так ведут, что нормально и не подходят до них. Редко вообще кто сейчас подходит, как они и плачутся в таких подобных видео. И вот, а вот тут понравился, она подошла и познакомилась, и как она говорит, ее один раз отшили. Не нравится, да? Не нравится. А мужчин многих отшивают просто пачками. И среди этой пачки какая-то только одна может сказать, ну ладно, давай уж дам тебе контакт, и что уже после этого не хочется вообще с ней связываться, даже если она дала контакт. Ну, такое, в общем. А так вот, есть еще такие, которые сами знакомятся, оказывается. Потому что я в жизни таких не видел, как бы девушек, женщин, ну вот, судя по видео, существует. Мне сейчас 35 лет, и со мной очень странно флиртуют. Почему странно? Потому что ровесники или люди постарше. И это обычно что-то типа «Эх, Анька, был бы я не женат». Эх, Анька, был бы я помоложе. Ну, они по мне, как старики по Советскому Союзу, горюют. Типа, эх, такую Аньку просрали. Они еще этот флирт так вручают, знаете, как благотворительный. Типа, на, бери, это тебе сейчас не надо. Это тебе на моменты отчаяния. А по мне, может быть, вообще они не флиртуют, а просто, ну, по доброте душевной тебе так говорят, просто потому что люди такие какие-то, может, добрые, может, особенно если вы где-то вместе коммуницируете, как-то там, не знаю. Ну, в общем, как бы, может, она им помогла, они ей помогли, ну, не знаю. Бывает и такое, что просто так говорят, как красивый словец. Как будто бы, эх, там, где мои 20 лет или что-нибудь такое. Ну, просто вот для приятности такое что-то. Это не значит, что прям вот они хотят все на нее запрыгнуть. Есть два лагеря женщин в 40. 40-50. Первые – это те, которые последние 10, 15, 20 лет были замужем, нарожали детей, вырастили их, уже от души вообще нажились для всех остальных, набылись правильными, хорошими,
И теперь хотят жить для себя, хотят вернуть свою жизнь себе. И вот те несколько десятков лет, которые остались, они хотят пожить для себя и для своего кайфа. Есть второй лагерь. Это те, которые там к этим 40 так и не сложилось у них построить семью, родить детей, а им надо, а им хочется. У них не закрыт этот гештальт. Им друг друга очень сложно понять, потому что очень сильно разные цели. То есть они очень сильно разного хотят. Если первые как бы все, они уже они хотят просто секса ради секса и для своего удовольствия. Любовников. Какие нахер отношения? О чем вы? Просто я буду заниматься своей реализацией, я буду заниматься вкусным и кайфовым сексом. И есть вторые, которым нужны прям отношения, что секс это обязательно по любви, и если мы там собираемся строить семью, ну вот, короче, какая-то такая вот большая история. И, конечно, им не заходят мои рилсы про то, где я говорю, что, блин, ребята, секс, любовь — это разные вещи. Давайте их разлеплять, будет проще заниматься и сексом, и любить. Что отношения и секс, и любовь — это вообще все разное. И надо, значит, как можно по очереди с этим всем разбираться. Очень заходят тем первым, потому что они как раз в той стадии, когда они уже наигрались в те игры и сейчас готовы попробовать по-другому, разрешить себе совершенно не так, как было принято, как казалось правильным. Потому что, ну, как правильно, мы уже попробовали. И да, какие-то плюшки у нас есть, где-то в чем-то мы реализованы и счастливы, но где-то в чем-то очень сильно нет. И тут как бы закрадываются вопросики. Так ли все устроено, как мы думали? И, может быть, есть какие-то другие пути, варианты. И вот сейчас наше поколение женщин, вот этих 40-50-летних, мы активно исследуем, как еще это может выглядеть. Ну, что тут скажешь? Я не живу в теле 40-летней женщины, живу лишь в мужском, у нас разная психика, не знаю, насколько она права в этом вопросе. Это только если жить в таком же женском, наверное, теле и понимать два вот этих лагеря, может быть, конечно. Вот такие шикарные губки под Айкос мы сегодня сделали. Приоткройте чуть-чуть ротик. Ой, прям идеально подойдет. Посмотрите в зеркальце. Наверное, уже скорее хочется опробовать, да? Сейчас протестируете как раз, выйдем. Да, это, конечно, жесть. Под Айкос, говорит, сделала губы специально. Они, получается, и под половой органы могут сделать, да? Губы специально тоже? Получается, раз они под Айкос себе делают. Вообще, какой бред у них в голове. Не, эту я могу понять, которая губы делает. Она зарабатывает. Причем эта процедура стоит нехилых денег. И она и смеется. Почему бы и нет? Потому что, ну, рубит нехилые деньги. А это вообще офигеть какая недалекая. Увидишь такую, надо бежать просто сразу же. Особенно, когда она в эту дырку будет Айкос пихать. Мне кто-нибудь может объяснить, с какого хрена натуральный хейтит сделанных? Хейтить человека за то, что у него сделана пластика, это все равно, что люди, у которых сделана пластика, хейтили бы людей, у которых этой пластики нет. Но мы вас, натуральных, вообще никак не трогаем, мы о вас даже не говорим. А у натуральных почему-то горит очко от того, что у кого-то что-то сделано. Вот меня, например, абсолютно никак не триггерит то, что у кого-то кривые, а иногда и желтые зубы. Ну типа это ваше дело, ходите как угодно. Ладно, не обязательно зубы, взять там, например, нос с горбинкой, прыщи, живот, тонкие губы, которые я терпеть не могу. Но я почему-то не говорю об этом никому. Потому что то, как выглядеть, это личное дело каждого. Почему люди ненавидят других людей за то, что они себя как-то модифицируют? Это их тело и их дело. Господа, у которых все натуральное, скажите, пожалуйста, в чем дело? Почему так? Я думаю, пройдет еще немножечко времени, нас все окончательно и мы перестанем быть толерантными. И вам придется тоже выслушивать свой адрес про лишний вес, про кривые зубы и так далее. Ну, в принципе, да. Несмотря на ее такой переделанный, модифицированный вид, вроде рассуждает не глупо. Ну, по крайней мере, в данном видео, в данном вопросе, какая она по жизни, мы никто не знаем. Можем только судить по вот этому небольшому кусочку. Да, видно, что она переделала себе там, да, и губы качнула, и зубы там, не знаю, виниры или что она там себе поставила, и волосы что-то, и груди походу, загар у нее там в солярии, наверное, ходит. Вопросов нет, да, с этим выражением я согласен. Твое тело, твое дело, что хочешь, то и делаешь. Ну, просто общество такое. Это все одно, что как и машина. Кто-то катается на стоковой машине, да, у него сток.
Он ее не модифицирует, не тюнингует. А кому-то прикольнее какие-нибудь приколюх навешать, как-то переделать диски, не знаю, громадные поставить, чтобы терли, вообще уже чуть ли не терли, занизить, какой-то выхлоп поставить, ну вот как мужчины, да, балуются. Ну это же все такое баловство, ну людям хочется. Его машина, его дело. Главное, чтобы это не напрягало других. Ну, я имею в виду, допустим, если громкий выхлоп, чтобы это никому не раздражало, когда он этим пользуется. По крайней мере, соседи, когда они спят, по крайней мере, да, там. Вот, так же, как и мотоциклы есть. И так же и с телом. На самом деле, да, действительно, мне тоже по боку кто что делает. Абсолютно пофигу. Понятно, что если меня какая-то часть напрягает, я просто с таким человеком не буду, если, ну, с женским полом, я не буду такую себе рассматривать жену, там, будущую и так далее, если меня будет это все напрягать, какие-то там жесткие переделки. Вот, ну и так далее, и так далее. А так понятно, что в противовес действительно, что можно тоже сказать, что кто-то с лишним весом, с сальными волосами, с сальным каким-нибудь кожей неухоженной, да, и так, ну, просто это люди. Это просто нужно принимать тот факт, что люди такие мы создания, любители пообсуждать, кого-то, может быть, обгадить, особенно не беря себя в расчет, ну и так далее, и так далее. Таковы мы просто. И на этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь своим мнением в комментариях, и всем пока.